Я вас приветствую, дорогие мои друзья и гости моего канала. Сегодня я вас приглашаю на мой новый мастер-класс «Сшить вместе со мной замечательного зайку». Кому интересно, добро пожаловать, присоединяйтесь. Вам понадобится выкройка, и о том, как ее приобрести, вся информация будет внизу под видео. Итак, какие нам необходимо ткани иметь для того, чтобы сделать тело зайки. Для тела я буду использовать основная ткань. Это сатин телесного цвета, но он такой как бы персиковый больше. Обычная хлопковая ткань и обязательно паутинка. Второй зайка у меня будет в таких же тканях, как и мой первый зайка, только в тканях-компаньонах. Смотрите, у меня будет красная шубка. Это вот такой красивый мех. И для подкладки шубки я буду использовать обычный флис белый. Для жилеточки я буду использовать вот такую красивую ткань с мелким принтом. Это хлопковая ткань с красивым мелким принтом. Для гольфика я буду использовать вот такую зеленую ткань. Ну и для штанишек я буду использовать красивый вот такой твид в рубчик, в елочку. Так что вы придумывайте образ своему зайке самостоятельно. Возьмите ориентиры на вот эти именно ткани, объемные, трикотажные и красивые цветные. Все размеры по тканям я укажу внизу под видео. Вам понадобится нитка мулине, мой любимый клей для страз или клей ПВА, ножнички, полубусинки, карандаш, ручка для ткани, желательно джинсовые нитки, иголки, булавки, наперсток, кто пользуется, и, конечно же, хорошее и творческое настроение. Ну и, конечно же, наполнитель. Забываю всегда об этом сказать. Любой наполнитель, это может быть холофайбер или синтепон, то, что у вас есть. Итак, мы детали сшили и грубым образом разделили между собой. Вот так вот разрезали. Теперь нам необходимо укрепить швы. Я буду это делать при помощи клея для страз. Вы можете использовать клей ПВА, немножко его разбавить. Ну, так как у меня очень удобный тюбик, такой носик у него, что я буду делать? У нас очень много здесь тканей. И для того, чтобы укрепить швы, нам необходимо вот здесь между хлопком и телесным, белым и телесным цветом проложить по контуру вот такой тоненький слой клея, полностью по контуру каждую деталь с одной стороны и, конечно же, с другой стороны. Вот таким образом мы проклеиваем все по контуру, и только после этого мы будем правильно и красиво вырезать. Сейчас я все сделаю, и мы продолжим. Итак, мы укрепили швы клеем и красиво вырезали по контуру. Припуск у нас 3-4 миллиметра. Соответственно, мы вырезали по форме вот нашу деталь тела. После того, как мы красиво все вырезали, мы должны сделать вот такую манипуляцию и проложить вот здесь строчку. И обязательно нам ее нужно тоже укрепить клеем. Сейчас я все сделаю и покажу. Так, вот так выглядит строчка. Клей, как вы видите, я уже здесь нанесла. И теперь хочу еще раз объяснить, для чего мы это делаем. При помощи такой техники вы всегда сможете наполнить игрушку очень плотно, и у вас никогда не разлезутся ткани. Особенно это касается тех тканей, которые очень рыхлые, шелковистые, и никакой строчкой их не удержишь. Теперь мы будем выворачивать и наполнять. И вот здесь мы должны сделать небольшие отсечки. И, кстати, обязательно мы это делаем все сразу, пока клей не засох полностью. То есть мы выворачиваем все уже как бы по-мокрому. Вот так выглядят наши детальки. Ну и, конечно же, сейчас мы будем наполнять наполнителем. Вот мы наполнили заготовочки. Набивка очень-очень плотная. При помощи укрепления швов у нас ничего не разлезлось.
Зашиваем мы самым обычным швом. Его у нас не будет видно. И для того, чтобы понять, сколько нам необходимо наполнителя, я сейчас взвешу ручки-ножки. И тогда всем будет понятно, что около 100 грамм нам необходимо наполнителя. Это как контрольная мерка. Итак, мы продолжаем. Теперь мы будем делать ушки для зайки. Для этого нам необходимо взять телесную ткань, 2 кусочка. На изнаночную сторону этой ткани мы укладываем паутинку такого же размера. И на паутинку мы укладываем белую подкладочную ткань. После чего мы идем на утюг и все утюгом приутюживаем. Итак, у нас получилась такая укрепленная ткань. Конечно же, можно использовать флизелин или дублерин, но мне нравится такой способ, и вот я о нем вам рассказываю. После того, как мы сделали укрепление этих тканей, мы складываем лицевой стороной вовнутрь, берем выкройку ушка и переносим при помощи карандаша. Хочу обратить ваше внимание, что выкройку мы рисуем зеркально, потому что у нас есть правое и левое ушко. Особенно это важно, если вдруг у вас будет цветная внутренняя часть ушка. Это нужно обязательно учесть. Итак, на швейной машинке мы проходим от этой точки по кругу ушка. Заканчиваем здесь, оставляем небольшое отверстие для выворачивания. Аналогично второе ухо. Вот мы прошили ушки, срезали все лишнее, красиво обрезали 3 мм вокруг. Делаем это очень красиво, потому что это очень важно. И теперь выворачиваем. Итак, друзья, обращаю ваше внимание, у вас должно быть очень тщательно вывернут вот этот край полностью по окружности ушка. И обязательно у вас должны быть четкие вот эти уголки. Один уголок выше, другой ниже. Подворотик отверстие мы подворачиваем вовнутрь. У нас должна быть красивая такая линия. И после этого мы должны это все тщательно заутюжить. Итак, ухо мы приутюжили. Теперь нам необходимо его сложить пополам. И у нас получается вот такая история здесь. Это у нас будет внутри, а это будет снаружи. Одно ухо я уже пришила. Теперь нам необходимо симметрично пришить второе ушко. Мы будем делать фиксацию уха при помощи булавок и будем фиксировать вот эту внутреннюю часть ушка. То есть мы приложили, отвернули, зафиксировали и смотрим. Ну вот, практически у меня получилось угадать сразу. Теперь немножко поправим и еще раз проверим. Вот у нас симметрично. И теперь при помощи джинсовой нитки мы пришьем ухо. Итак, нам необходимо узелок спрятать под ушком. Мы его прячем. И нитку мы выводим рядом возле уха. Итак, друзья, вот таким способом мы прошили вперед и вернулись назад. Теперь нам необходимо согнуть ухо. И вот эту нитку нам нужно вывести вот в этом месте. То есть мы входим, отворачиваем ухо. И где-то в районе около сантиметра мы поднимаемся вверх по ушку. Вот видите как. После этого мы входим вовнутрь ушка. И вот так подтягиваем. Возвращаемся назад.
и повторяем. Только опускаемся немножко ниже, в самый уголок. Все, вот мы зафиксировали. Теперь нам необходимо потайными стежками пройтись по низу. Итак, мы дошли до кончика уха. Нам теперь нужно вывести иголку вот сюда вверх на сантиметр и потайными стежочками опуститься вниз. Итак, мы все подтягиваем. И теперь нам необходимо сделать закрепку. Мы проходим сквозь. И таким способом еще раз мы проходим. Мы делаем закрепку как бы внутри зайки. То выводим иголку в серединку. И здесь мы можем сделать закрепку. И выводим иголку, вернее прячем нитку в тело зайки. Вырезаем нитку. Итак, друзья, уши мы пришили. Сейчас я их отутюжу, отпарю вот эти все швы. И зайка у нас уже с ушками. Так что самое сложное у нас уже позади. Первое, что мы сошьем из одежды, это будут штанишки. Для этого я возьму ткань для брючек и сделаю, так как она очень хорошо распускается и красиво получается бахрома, я решила, что внизу на брючках я сделаю немножечко по-другому. Здесь у меня резиночка, а я сделаю тоже сборочку, но внизу у меня будет вот такая красивая бахрома. Конечно же, я определила размер ткани, тот, который нам необходим. Сделала бахрому с двух сторон. И прикладываем выкройку, вырезаем по контуру. Итак, мы вырезали, сшиваем по шву сиденья машинной строчкой. После того, как мы сшили, мы разворачиваем и сшиваем шаговые швы. Тоже машинной строчкой шириной шва полсантиметра. Вот так получается. Теперь нам необходимо вывернуть. И если у вас очень цепучая ткань, как у меня в данном случае, я, конечно же, укрепляю шов при помощи своего клея. Просто вот так вот очень тонко, абсолютно тоненько наношу полосочку клея с одной стороны и с другой стороны. Итак, мы брючки вывернули, проутюжили. Обычно я еще складываю вот таким образом и проутюживаю вот тут вот с двух сторон аккуратненько, не сильно придавливая, чтобы не было у нас стрелок. Но если вам захочется сделать стрелки, то вы их, конечно же, можете заутюжить. Вот такие штанишки у нас получились. Итак, нам теперь нужно пошить гольфик. Я воспользуюсь вот такой трикотажной
тканью в рубчик. Здесь есть лицевая и изнаночная ткань. И смотрите, можно вырезать, так как выкройка у меня в развернутом виде, можно вырезать в развернутом виде, или можно сделать, складываем лицевой стороной вовнутрь, прикладываем, обводим, скалываем, проходим машинной строчкой и после этого вырезаем. Я все-таки рекомендую именно такой способ. Но если вам удобно будет шить, сначала вырезать, потом сшить, вы можете сделать по-другому. Итак, я сшила трикотажной строчкой и вырезаю. Гольфик у нас практически готов. Нам необходимо разутюжить эти швы. И вот здесь сделать подворотик. И капелькой клея, я воспользуюсь кристаллом, зафиксировать этот подворот. Конечно, вы можете это просто зашить вручную. Это уже как вам более приятно будет сделать, так и сделайте. Тонко наносим, подворачиваем на сантиметр. Так, гольфик готов. Ну и теперь нам необходимо сделать примерку. Ну, для того, чтобы сделать примерку, что нам нужно сделать? Конечно же, пришить лапки. Как мы это будем делать? Конечно же, при помощи большой иголки и нитки джинсовой в 4 сложения. Итак, для того, чтобы пришить правильно ножки, нам необходимо сделать метки пришивания. Для этого я обязательно ставлю ножки на стол, чтобы пяточки стояли. И, соответственно, от стола отмеряю одинаковое расстояние. Делаю я это с 2 сторон. А на теле нам необходимо найти место пришивания ножки. То есть находим самое широкое место, и должна ножка пришиваться не в самом широком, а внизу, под широким местом на теле. То есть чуть-чуть ниже, где-то вот в этом месте. Конечно же, при помощи иголки мы определяем вторую часть симметрично. И приступаем к пришиванию лапок. Итак, при помощи большой иглы и 8 сложений джинсовой нитки мы пришиваем лапки. Итак, мы вводим иголку со стороны спинки, выводим в наши метки. Естественно, мы проходим сквозь полностью и возвращаемся назад. Соответственно, как вы видите, мы проходим сквозь пузико. И таким же способом обходим лапку и возвращаемся в наш хвостик. Вот таким способом, вот такая у нас схема крепления получается. Очень все просто. И теперь нам необходимо очень крепко это все стянуть. Обязательно рекомендую хлопчатобумажные нитки, потому что шелковистые будет очень неудобно. Они будут скользить и сложно будет их стягивать. И теперь, конечно же, желательно позвать кого-то на помощь. Нам необходимо стянуть и завязать крепкий узелок. Сейчас я вам это сделаю и покажу, что у нас получилось. Итак, смотрим, как все у нас получилось. Зайка устойчиво стоит на поверхности, как вы видите. Узелок мы зафиксировали клеем и ниточки спрятали в тело зайки. Все, зайка готов делать примерки гольфика и штанишек. Итак, одели мы гольфик и штанишки. Показываю, как мы фиксируем. Сначала мы фиксируем центральные точки, спинку и вперед, и распределяем на 3 складочки, такие маленькие защипы. Нам необходимо сейчас взять иголочку и прошить по этому верхнему краю. Итак, мы прошили просто стежками, обязательно закрепляем все складочки. Теперь гольфик мы одеваем сверху.
Делаем пол-сантиметра подворотик. Конечно, при очень сильном нежелании клеить вы можете пришить. Я приклею на свой клей. Опять я о нем говорю. Да, он действительно очень удобный. И тоненьким слоем клея вот так вот аккуратненько вовнутрь я проклею сейчас на камере мне не очень удобно. В общем, я сейчас по контуру все проклею аккуратненько. Итак, срез нижний гольфа зафиксирован. И теперь мы отставляем это сушиться и приступаем к жилетке. Итак, для жилета мне понадобится цветная ткань, хлопчатобумажная. И для подкладки я воспользуюсь белым хлопком. Конечно же, выкройку мы переносим при помощи карандаша. И после того, как мы перенесли выкройку, оставляем отверстие для выворачивания, проходим машинной строчкой по контуру. Так, жилет мы сшили, вырезали красиво, пол-сантиметра по контуру припуск, оставили место для выворачивания, обрезали уголки, все, что нам тут будет мешать в уголках, и сделаем надсечки вдоль горловины. И теперь мы можем смело выворачивать. Жилет мы вывернули, отутюжили. Отверстие мы просто заутюжили и ничего с ним не делаем. И сейчас будем примерять на зайку. Одеваем. И вот так у нас садится жилет красиво. И моя задача была, чтобы был виден гольфик. Вот так выглядит. Все, теперь осталась шубка. И жилеточку мы будем фиксировать на термоклей или на клей для страз, то вы уже сами решайте. Шубку я буду шить из тонкого меха. Направление ворса у меня будет вниз. Обязательно соблюдайте, если вы будете использовать мех. Выкройку мы переносим при помощи специальной ручки по ткани. Теперь я прошиваю машинной строчкой вот эту линию, делаем закрепки, после чего я вырежу форму шубки. Так, мы вырезаем, отставляем в сторону. Теперь нам необходимо вырезать ткань для тапочек. Но для этого нам нужно воспользоваться обязательно флизелином определенного размера и отрезать эту полоску. Здесь у нас будут тапочки, и кусочек флизелина нам необходим для рукавов. Вот здесь мы их распределим. Сейчас я отрезаю и показываем, что я делаю дальше. При помощи утюга мы фиксируем флизелин на поверхности ткани. Итак, после того, как мы укрепили ткань, обязательно не забываем направление ворса. У нас вниз, и здесь у нас тоже вниз. И при помощи ручки по ткани или карандаша мы переносим выкройку рукавов и тапочек. И после этого мы должны прошить рукава и прошить тапочки, после чего мы будем их вырезать. Итак, мы сшили и вырезали с припуском 3-4 мм. Здесь мы вырезали по контуру. Рукава мы вырезали вот таким образом, тоже 3-4 мм. И теперь нам необходимо это все вывернуть. Итак, мы все вывернули, тапочки мы одели. Они очень хорошо расположились на ножке. Напоминаю, что ткань я использую трикотажную. Все-таки это трикотажный мех, он немножечко тянется. Поэтому тапочек очень хорошо садится на ножку. Теперь нам нужно при помощи клея вот здесь зафиксировать. Опять носиком пройтись и зафиксировать клеем. Можно, конечно, пришить. Это ваше личное желание. Ручки мы примеряем. И, соответственно, делаем подгиб, который нам необходим, чтобы наша ручка была красиво одета вот с красивой длиной. Делаем это симметрично
Конечно же, я это все зафиксирую утюгом, немножечко припарю, чтобы это было аккуратненько. Так, и смотрите, у меня вот здесь в нашем первом зайке есть вот такой манжетик. Я его тоже хочу сделать. Буду я его делать из зеленой трикотажной ткани, такой как гольфик. Это как бы имитация гольфика. Что нам нужно? Нам нужно взять ручку, обнять ручку этой тканью и, соответственно, определить ширину ткани. После чего нам необходимо сложить этот кусочек пополам. Длина этого кусочка 10 сантиметров и прошить шириной 0,5 сантиметров. После чего мы разрезаем на две части, и у нас будет два манжетика. Вот так у меня получилось. Выворачиваем. Так, теперь мы одеваем манжеты сначала. Итак, вот такие у нас ручки получились замечательные. Как вы поняли, я подклеила. Клей при высыхании не оставляет никаких следов, поэтому даже если у вас слегка, вот как видите, у меня вышло, ничего страшного. Это все будет прозрачным. Все, ручки у нас отдыхают, высыхают. И мы продолжаем шить саму шубку. Верхнюю часть мы уже вырезали и сшили. Теперь нам нужно взять флис, самый обычный белого цвета, перенести так же само выкройку, проделать все те же самые операции. То есть мы прошиваем, делаем закрепки, и после этого мы вырезаем. Итак, я сшила и вырезала четко по контуру. После чего нам необходимо сделать вот здесь рассечки. И выворачиваем на лицевую сторону. Теперь нам необходимо две лицевые стороны совместить между собой. Совмещаем, скалываем все по контуру. И, конечно же, прошиваем на швейной машинке. Кто не может сразу это сделать, желательно сметать. И по контуру прошиваем. Оставляем вот здесь, со стороны спинки, небольшое отверстие для того, чтобы мы могли вывернуть. Так, шубку мы вывернули, приутюжили. Вот так красиво и аккуратно у нас получается. Все нитки мы убираем при помощи валика для одежды. Это очень просто сделать. И теперь мы готовы делать примерку. Итак, одеваем зайку и примеряем шубку. Центр у нас должен совпадать с центром по спинке. Вот как вы видите. И теперь булавочками мы должны зафиксировать шубку с двух сторон. Вот. И теперь пришло время пришивать руки. Вот так мы их будем пришивать. Пришивать будем на толстую нитку джинсовую, двойную или в 4 сложения. Я сейчас посмотрю, как будет лучше.
При помощи нитки мулине мы сделаем сейчас вышьем носик и ротик. У меня коричневое мулине в 2 сложения. Начинать я буду с самой, ну, вы сами решите, где вам носик больше всего понравится. Я буду делать его вот так вверху. Давайте сравним. Мы сначала заводим ниточку. Делаем 2 раза на одном месте. Итак, друзья, давайте посмотрим, как у нас получился носик, ротик и вот такие утяжки для глаз. Это еще не глаза, это только место, где у нас будут глазки. Теперь нам необходимо взять черный контур. Конечно, по желанию, если у вас есть маленькая бисеринка, вы можете пришить бисеринку. Но я буду делать черные глазки из текстильного контура. Вот так мы прокрашиваем глаз. Делаем симметричные глазки и оставляем высыхать. А нам надо сейчас взять кусочек флиса и найти поперечную линию, то есть поперечную нитку, вот, которая тянется хорошо. Вот это у нас долевая, это у нас поперечная. И вдоль этого среза 1,5 сантиметровую ширину нам нужно отрезать. Нам необходима такая полосочка. Вот эту полосочку мы сейчас превратим в красивый кантик. Мы ее вот так растягиваем полностью. И у нас получается красивый кантик, которым мы сейчас задекорируем лапки, вернее тапочки. И получится у нас вот такая красота. Итак, перед тем, как украсить, задекорировать тапочки, нам нужно сделать некоторые процедуры со штанишками. Что мы делаем? Берем, складываем вот так вот пополам. Теперь мы берем вот здесь складочку и вот здесь складочку. Получается у нас вот такие 3 складочки. И фиксируем вот так вот на иголочку. После чего я возьму ниточку мулине. И у меня есть вот такие замечательные пуговички. Они мне сюда просто будут прекрасно подходить. Я их хочу пришить. Вот такие у нас штанишки получились. Красивые пуговички. Они смотрятся, они как запонки получились. Вот так интересно.
И практически зайчик готов. Сейчас будем украшать ножки. Итак, ножки мы почистили валиком, убрали все ворсинки ненужные. Теперь берем клей и наносим вот такую полосу вдоль края, вот такую клеевую полосочку. Теперь мы взяли нашу вот эту полосочку, и у нас тут есть сгиб этой трубочки. Мы этим сгибом прикладываем по краю. То есть у нас клей должен приклеить полоску, как трубочка, по контуру. Вот так. Сейчас я все поправлю и зафиксирую иголочками, покажу, как у меня все получится. Посмотрите, вот оно все приклеилось, вы аккуратно все так прижимаете. И вот здесь иголочкой в стык мы это соединяем. Получается очень аккуратно и очень прочно. Если у вас такого нет клея, пробуйте на силиконовый жидкий клей. Тоже будет неплохо. Итак, вот красивенько мы украсили тапочки. Теперь мы вот это место должны украсить полубусинкой. Я думаю, вы решите сами для себя, какой у вас будет образ. Или пуговичкой какой-нибудь красивой. Полубусинкой золотой. Так, и теперь нам нужно вместо пуговичек нанести тоже полубусины. Итак, розовой пастелью мы рисуем румяна. Ну вот и подошел к концу наш мастер-класс. Вот такие прекрасные зайки у нас получились. Посмотрите, какие у них красивые румяна. Румяна оживляют игрушку, прям становятся они такими живыми, и с ними хочется даже разговаривать. И всем большое спасибо за просмотр, за лайки, которые вы мне поставите. И всем, кому очень хочется поделиться моим видео с друзьями, пожалуйста, делитесь, шейте вот этих красивых заек, творите красоту, присылайте ваши фотографии ко мне в Инстаграм. Вы меня там можете найти по нику Magic Doll. И, конечно же, ссылка, вся информация обо мне будет внизу под видео. Присылайте фото. Я буду очень рада наблюдать за вашими творческими успехами. И мне будет безумно приятно с вами общаться. Так что всем огромное спасибо за внимание. А посмотрите, какие саночки у нас красивые. Нашла дома, и они просто идеальные для заек. Сейчас я их сфотографирую и покажу вам уже красивые фотографии. И, конечно же, я всем желаю хорошего творческого настроения. Приглашаю к себе, кто еще не подписан, подписывайтесь. Добро пожаловать. И всем большое спасибо за внимание. Всем пока!